сегодняшней сессии. Супер. А что предвкушаешь? Изменения. Звучит интригующе. Ян, пока не пошли в работу, давай сверимся. У нас Да-да-да. сегодня, могу ошибаться, у нас сегодня четвертая сессия, и в рамках наших долгосрочных отношений, где мы сейчас, куда мы идем, какие цели на эту минуту, на когда? Вот давай сейчас прояснимся на этом этапе. Ты знаешь, цели очень глобальные. А, у меня сейчас стоит фокус на моем мышлении. Мышление — это сама это вообще все, что нас окружает. Ам, то, что мы имеем, это как бы, все наше мышление. Вот. Поэтому, слушай, слово забыла, вот прям захотелось его очень очень, вот мне захотелось. Вот результат нашего мышления. Все вспомнила, господи. А то я так понимаю, что дальше не могу двигаться, потому что очень хочу сказать, что это все результат нашего мышления. Окей. Да, и вот ты знаешь, настолько это все глобально, и я сейчас замечаю, как оно начинает у меня меняться. Вот, потому что, э, я и как коуч вижу, как это меняется у других людей, но мне было очень интересно, вот знаешь, как-то прощупать это, прожить это вот со своей, как бы вот колокольни, как говорят. И сейчас, в принципе, я понимаю, что это происходит, потому что очень много различных вещей они поднимают, очень много всего. Ты знаешь, как ты начинаешь правильно питаться, и то же самое, там какие-то болезни у тебя появляются, там прыщи, потому что кожа начинает очищаться за счет этого. То же самое, когда ты начинаешь фокусироваться на своем мышлении и выстраивать новое мышление, много всего начинает просто подниматься наружу, причем с различных областей сфер жизни, там отношения, работа, проявление себя. Но я понимаю, что оно, конечно, все связано, и, как бы благодаря работе, благодаря сессиям оно и как раз таки начинает все и подниматься. Вот. Поэтому движемся в правильном направлении. А, прошу разъяснений, Ян. Вот если немножко сузиться и как-то сделать, наше движение более измеримым, в рамках мышления и в рамках такой глобальной трансформационной вообще мега-целища. Условно через 4 сессии, условно через 2 месяца, что хочешь. Я хочу выйти на новый уровень мышления. Это Как ты его узнаешь через 2 месяца? в первую очередь это будет отображаться на моей коммуникации с другими людьми. То есть это сотрудники, это в семье и много моментов. И знаешь, в чём самое интересное? Я сейчас начинаю отслеживать эти моменты. То есть какие-то ситуации, в которые я попадаю, то есть я могу понимать, вот тут, вот она, вот эта ситуация. И я даже вижу, какие-то возможные варианты развития, другие, я имею в виду моих действий, как бы я себя вела в этой ситуации. То есть я не всегда поступаю, как бы по-новому, да, но я их замечаю. Вот что важно. И я вот считаю, что результатом будет то, что я начну не только замечать, а вот уже конкретно поступать по-другому, действовать. Вот поступки, действия, вот. Что сейчас мешает действовать по-другому? Ты знаешь, видимо, это какие-то старые паттерны, старое поведение. Оно настолько все, вот как будто механика, да. Ты едешь за рулем, ты привыкла, что ты проснулась, ты почистила зубы, и ты уже как-то об этом не думаешь. Также эти реакции, они для тебя, настолько родные, я бы сказала, даже не знаю, какое другое слово подобрать, и настолько нормальные, что, видимо, нужно какое-то время, чтобы действительно менять действия. Хотя Мгм. на самом деле не ну вот то, что я даже, знаешь, сейчас проговорила, но я поняла, что это ничего не мешает. Тут намерение, вот. Какое у тебя на самом-то деле намерение. Я могу и по-другому. То, что я уже даже знаешь, у меня такой пример. Вот сейчас я должна тебе рассказать.
Я недавно на улице вот там продавали один классный фрукт, дуриан, очередь стоит, очередь. И тут, ты знаешь, вижу в очереди, я даже не сказала, дедушка, и он подходит вот к этой продавщице, там, говорит что-то ей, я не понимаю их языка, поэтому и берет стульчик, заходит туда, в эту будку, короче, это вот дороги такая, и берет стульчик, табуретку. И думаю, ну сесть хочет дедушка. А он, представляешь, дает эту табуретку мне. Прикинь? Я в шоке. Я такая думаю, блин, там стоят женщины постарше меня, с маленькими детьми, да ему-то нормально уже за 70, понимаешь? И он дает мне эту табуретку. Во-первых, я себя как-то очень неловко почувствовала. Но знаешь, что вот самое интересное в этой ситуации? Я не хотела садиться. Я реально просто, я не хотела сидеть, потому что до этого я была с мамой на физиотерапии в кабинете. Я сидела час, пока ей там делали вот эти различные процедуры. Я не хотела сидеть, вот мне было классно стоять. И я вот как раз-таки поймала себя на этой мысли: "Блин, ну я реально не хочу сидеть". А с другой стороны, знаешь, такой голос включился, типа: "Ян, ну это же неприлично. Ну тебе ж дали табуретку, там позаботились о тебе, да прояви ты, как бы уважение к человеку". Ну действительно, ну представляешь, там человек для тебя сделал, а ты сейчас скажешь: "Нет, я не буду сидеть". И вот и это как раз таки есть вот этот момент, который я тебе говорила, что я отслеживаю вот эти штуки, что у меня появилось наконец-то. Раньше я бы даже не подумала об этом. Я бы села, потому что как это дали, прикольно, ну сяду. А тут такой: "Я не хочу". У меня моя вот нутро, типа, ну прикольно, что дали, но я не хочу. Чё мне садиться просто потому, что мне дали? Это, знаешь, включается вот эта хорошая девочка, которой, ну, надо сесть, ну, это как это? Воспитание, уважение к старшим, благодарность и так дальше. А где ты тогда вот в этом всём? Но я села. Вот. И вот это как раз таки про эти действия, которые я говорю, что вот ты говоришь: "Вот, а что мешает?" Но я села. Вот. Мгм. А как хочешь тогда, чтобы было через 2 месяца, условно в такой же ситуации? Не садиться, вот просто не садиться и чувствовать. И знаешь, что самое главное? И чувствовать себя при этом хорошо. Мгм. И чувствовать себя хорошо, и не чувствовать в том, что там, возможно, я как-то что-то не, ну, типа, ну, не так поступила, там человек же с хорошими намерениями ко мне, а я вот такая вот, знаешь, прям, хотела сказать, Мгм. плохая девочка. Ну ладно. Вот, поэтому хочу чувствовать себя комфортно, когда я, а, руководствуюсь своим внутренним откликом, делаю какие-то действия и при этом чувствую себя комфортно в этом. Вот. Мгм. Окей. Что-то еще в сторону будущего и нашего движения сейчас важно проговорить или можем, Можем приступать. начинать? Я и так уже столько всего тебе рассказала в начале. А, давай начинать. С нетерпением, жду. Да, С чем пришла? к чему пришла. Сейчас, секунду. Ты знаешь, я вот настолько углубилась вот в эту историю, которую я тебе рассказала, что я уже забыла, чем я пришла. Я уже там с дедушкой, короче. Не, ну ты представляешь, насколько оно все вовремя, это буквально произошло там несколько дней назад. Очень Мгм. интересно об этом спросила. Так, с чем пришла? Ну, ты знаешь, это, наверное, вот та же ситуация, чувствовать себя комфортно. Вот то, о чем я тебе только что говорила. М, Когда ты действуешь, вот это и есть мой запрос, кстати, вот это и есть вот этот запрос на сегодняшнюю сессию. Поступать, руководствуясь своим внутренним откликом и чувствовать себя при этом комфортно. Вот. Потому что у меня тут, знаешь, ситуация. Мгм. Это вот как раз таки моё старое мышление. Ам, у меня последнее время проблемы постоянные с нянями, с персоналом, кто у нас сотрудничает. Ну вот прям постоянно что-то не то. До этого у меня была очень крутая няня, и я была на седьмом небе от счастья. Я всем рассказывала, как мне повезло, что у меня такая няня. Ты же прям вот рука сюда пошла. Но, к сожалению, не то, что к сожалению, у нее тоже ребенок, и
Раньше с ребенком сидел и как бы его отец, а щас уже отец работает. И, то есть она говорит, что, ну, ей сложно, как бы у нее свой ребенок, ему там 4 года, да, и как бы она хочет все таки с ним быть, потому что там за ним никто не смотрит, ну, и как бы она ушла. И ты знаешь, я вот с этого времени не могу толком никого найти. Ну, уже мы вот сейчас есть у нас няня, но я понимаю, что она, ну, не справляется с обязанностями так бы, как бы мне хотелось. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы найти другого человека. Но я понимаю, что я постоянно это откладываю. То есть я такая, типа, ну, вроде, ну ладно, ну, Яна, может, ты придираешься к ней, ну, может, ну ладно, как-то там один раз она что-то не сделала, ну, в следующий раз сделает. А зачем тебе сейчас в это все лезть? Понимаешь, я как-то вот чувствую вот эти свои какие-то голоса в голове. Но с другой стороны, я все-таки написала в компанию, и мне нашли другого человека. И я понимаю, что я пока с ней вроде бы кандидатура хорошая, но я еще с ней не связалась, и мне так стрёмно, и я начинаю думать, а может, все-таки я вот эту няню как-то ее там переведу, может, она будет убирать, помогать по дому, а как я ей это скажу? Вот, знаешь, мысли начинаются. И я понимаю, что мне некомфортно. И вот это, вот про этот внутренний отклик, что вроде бы внутренний отклик говорит типа: "Ну нет", а я начинаю уже через какие-то доводы себя переубеждать. Вот знаешь, вот это начинается, что все таки а вдруг, а зачем, а вот человек, а мне неудобно. Ну, вот мне неудобно. Вот сейчас ты рассказывала, для меня прозвучало, как если бы ты, твой внутренний голос, Яна, это все были какие-то, люди и какие-то голоса, истории, находящиеся вовне тебя. Вовне меня, находящаяся вовне меня. Ну да, это мой театр. Мой театр. И ты смеешься, это про что? Я понимаю, что нужно пьесу, да, правильно, как на русском, пьеса, да, переписывать, да, пьесу переписывать. Я просто иногда думаю, это на украинском или это на русском это слово. Вот, поэтому постановку. Что нужно менять, да. Вот нужно менять, я, такой у меня смех. Интересно. Ну, это и есть вот про этот образ мышления, понимаешь? Вот то, что я его сейчас везде вижу и замечаю, вижу, но на каком-то на каком-то чувственном уровне я не понимаю вот эти моменты. Все таки меня тянет пить по-старому. Вот я руководствуюсь какими-то чувствами. Вот это, знаешь: "Да ладно, ну зачем тебе это?" Ну, вот это, и знаешь, вот слово "неудобно", "неудобно", оно фонит у меня. А с чем хочешь уйти, Ян? Условно там 30-40 минут. Вот чтоб когда я принимаю какое-то решение, вот тут тоже интересный момент, когда я принимаю решение, а у меня даже не доходит до принятия толком этого решения, потому что на определенном этапе у меня включается вот этот мой театр, голоса, которые начинают каждый там, не знаю, вообще хаос начинается какой-то. Свои какие-то доводы говорит: "Да ладно, ну зачем нам это?" Короче, я хочу, чтобы вот как я сказала, в моменты, когда я чувствую этот внутренний отклик на какую-то ситуацию, получается, чтобы я смогла сразу же из этого внутреннего отклика принимать решение и при этом чувствовать себя уверенно. Вот чего я хочу.
Как ты это поймешь, что к концу сессии вот у тебя уже все это есть, и ты уже принимаешь решение из внутреннего отклика? Мгм. Ты знаешь, я попробую вот подставить то, что сейчас этот результат, к которому мы придем, а, вот определенную ситуацию. Если я прочувствую, что я вот сейчас, да, вот есть ситуация, я ее решаю, у меня не возникает проблем, то как бы пришла. Но я понимаю еще с другой стороны, что это очень глубинные вопросы. И здесь требуется, знаешь, это как тренажер своего рода, тренажер, когда ты постоянно с этим работаешь, и ты постоянно держишь фокус свой, потому что ситуации, они могут возникать, вот как я говорю, да, в различных сферах. И да, и на этом нужно постоянно держать фокус. Но я надеюсь, что мы сегодня по-любому приблизимся к этому состоянию. Вот я бы даже сказала, это состояние. А что это за состояние, Ян? Это доверие к себе. Даже записала себе доверие к себе, потому что вот почему я не поступаю, вот я же чувствую, я же замечаю эти ситуации. Но, видимо, вот что-то еще не до конца срабатывает. То есть вот этот какой-то момент а правильности, угодить кому-то, оно все таки вот эти мои старые установки, они вот видишь, они мешают, помехи. Э, Скажи, пожалуйста, вот внутренний отклик, доверие к себе, пьеса с ролями, действие, трансформация мышления. Вот если вот прям все это подсобрать, буквально в несколько слов, про что эта вся история? Я не знаю, почему-то мне пришло "меня", Мгм. процесс. Вот оно про все, про целостность. Вот, я- это равно целостность, равно доверие к себе, целостность. Это про целостность, Мгм. доверие, про А что это. с ней сейчас, Ян? М, что здесь сейчас? Ты знаешь, она как будто, ну и как будто, что ж мне это как будто? Вот ощущение, что она перерождается сейчас. Она была другая. В этой целостности как раз таки были роли хорошего человека, ну, нужно правильно поступать, вот, уважение, это все, да. Я сейчас там не говорю, что я буду таким плохим человеком и вообще забью на всех и на все. Вот видишь, какие у меня крайности между тем, что вот быть, хорошим и там плохим человеком. То есть это другом. Это когда ты для себя на первом месте, когда ты слушаешь себя. Это очень-очень важно. Я вот понимаю, что эти моменты, они важны. И знаешь, сейчас, видимо, важно, чтобы вот найти в этом всем баланс между слушать себя. Я вот так сейчас, знаешь, даже подумала, почему у меня вот почему возникают мысли по поводу, что там, тот же дедушка. М, это уважение, да, там ты села на этот стул, ну, тебе вроде бы же не расходится, ну, классно, дали тебе стульчик, ну, посиди себе, что там.
да. Но я понимаю, что тут один раз ты согласилась на там посидеть на этом стуле, когда ты не хотела, а другой раз ты не можешь, там, не знаю, сказать "нет", когда тебе что-то предлагают и так дальше, в каких-то более серьезных обстоятельствах. То есть оно же в этих мелочах, в этих деталях оно и складывается, вот твое мышление. И тут, наверное, вот про этот баланс, чтобы вот действовать из внутреннего отклика, но все равно, а, вот хочется приходит слово быть хорошим человеком. Пытаюсь его Не как-то, первый раз уже приходит эта фраза. да, я пытаюсь сейчас как-то заменить на что-то другое, но мне почему-то ничего не приходит. Эмпатия. Ну да, но я понимаю, что эмпатия — это все таки о другом немножко, да, когда ты там сопереживаешь людям. М, да, ну вот это про этот баланс. Вот что ты и с другими взаимодействуешь, и все таки там идешь на уступки, но, видимо, у меня пока, м, нет этого ощущения, как это. То есть я вот, как я уже проговорила, да, у меня есть 2 стороны. Либо ты хороший там человек, и ты поступаешь определенным образом, да, ты уважаешь там людей, да, вот в этих ситуациях, либо ты руководствуешься своим, внутренним откликом. Я понимаю, что если я сейчас начну всегда руководствоваться своим внутренним, ам, я даже не понимаю, как это может повлиять на мою жизнь. И мне хочется как-то вот совместить это. Вот это и есть про эту целостность, да, чтобы и вот эта сторона присутствовала у меня, потому что для меня это очень важно. Отношения, люди. Я люблю помогать людям, вот мне это нравится. Но с другой стороны, я понимаю, что у меня это очень часто, это помощь другим, она мне как будто, м, я растворяюсь в ней, в личность. Вот. Видимо, на каком-то этапе жизни для меня это, ну, моя стратегия, которая меня. А вот сейчас я понимаю, будто она уже все меня не продвигает. Мне это нравилось, но щас я понимаю, что что-то. Видимо, вот там у меня. Ян, а вот объясни мне, пожалуйста, Мгм. а, что вообще это целостность для тебя? Услышала, что она трансформируется, что раньше она была, э, базировалась на каких-то определенных убеждениях, и, которые для меня, поправь меня, если я ошибаюсь, прозвучали как какие-то внешние, убеждения, ограничивающие установки. Вот для меня это не очень про целостность. И ты говоришь, что вот щас ты её хочешь трансформировать во что-то, где есть внутренний отклик, где есть доверие к себе, где больше тебя и, реализации мыслей, действий и всего от внутреннего отклика. Вот, объясни мне, пожалуйста, весь этот контекст, а то я немножко теряюсь. Мгм. Ну вот смотри, просто на том уровне мышления, я была тогда, вот эта целостность — это было что-то вот, что тогда работало. И даже вот эти установки, ограничивающие убеждения, они были, а, частями этой целостности. Но сейчас, когда вот смотреть вот конкретно, с этой позиции, раз видно, что это установки, там, нужно кому-то соответствовать. Тогда в мыслях не было, тогда это было: "Это я", понимаешь? Сейчас это по-другому уже смотрится. Я говорю, что вот она как будто она перерождается. М. Мгм. Тогда карта была совсем другая, сейчас поменялась. Вот меняется, и, видимо, это и мышление, это целостность, я вот это все вкладываю, мышление, целостность. Для меня одно и то же, да, чуть-чуть разные понимания, то, как мы действуем. М, я вот знаешь, о чем подумала? Видимо, я еще
вот свой отклик, о котором я сейчас говорю, почему я сказала, что, баланс. Наверное, я как-то немножко где-то нахожусь еще вот в той позиции старой, а в той старой позиции, то есть там действовать из внутреннего это эгоистично. Давай вот скажем. Это довольно-таки эгоистично, потому что там, пожалуйста, все как бы вот есть я чувствую. Тут уже как преподнести, понимаешь? Вот, это как преподнести. И, видимо, где-то, м, не до конца отпустила старое, что ли. Вот я на этом переходе, чувствуется переход такой вот. И пытаюсь балансировать, выстоять, пройти этот путь. Знаешь, прям щас видела вот эти 2 горы, вот большая и вторая, а между ними вот, переход, вот канатный, такая вот эта дорожка, как в этих фильмах, короче, ты и вот она такая прям узенькая, узенькая, и ты идешь по этой дороге. Прям щас вижу это. Эпично, конечно, потому что горы красивейшие. Мне нужно перейти, и она вот шатается. Идёшь по ней, а ещё может что-то там обвалиться, внизу пропасть. И я иду по этой Очень красиво, Ян. А в чем смысл этого перехода? новые открытия. Это когда ты, представляешь, ты открываешь какие-то новые территории, там, где никого еще не было, туда, какие-то неизведанные. Вот я иду туда, там что-то классное, большое, и мне интересно, что там. Мне интересно, что там. Ну, интерес, когда я туда иду. Мне хочется такие чувства классные. Вот ты прям, знаешь, так изменилась, как будто вот куда-то улетела. Где ты, Ян? Это просто какая-то эпичность. У меня даже в голове какая-то там музыка, знаешь, вот прям epic songs. Мгм. Я прям вот эта музыка и какая-то вот этот объем, я не знаю, горы, лес, оно все такое зеленое, красивое. Я туда иду, там пропасть, но мне это нравится, что там. А знаешь, что самое интересное? Мне и вроде и мне не вроде, мне не страшно, мне так интересно. Я там иду, снизу пропасть, и я смотрю вот вперед, и мне так прям вот эти чувства, я бы даже сказала, азарт это или еще там что-то, азарт с чем-то таким, интерес, азарт, даже какое-то сумасшествие немножко. Как тебе удается, идти в таком состоянии, не реагируя, что вообще под тобой пропасть и вообще, может, страшно? А ты знаешь, мне походу это нравится. Мне это нравится. Мне нравится, что там пропасть, она мне как-то зажигает туда идти. Вот в этом есть, свои прелести, что там пропасть. Если бы ее не было, мне было бы неинтересно. А. Оно еще, знаешь, как вот есть костер, и оно еще наоборот огня вот разжигает это пламя. Жду, захватывает. Это для чего, люди, прыгают там с парашютов и так дальше, чтобы вот эти ощущения получить. И тут то же самое про ощущения. Как тебе с этой пропастью, с этим огнем, который ты раздуваешь? Он меня мотивирует. М. Без него скучно. Он меня мотивирует. Я куда-то вообще улетела, я не знаю, у меня сейчас просто ощущения какие-то, они меня вот так, в хорошем смысле, как-то так вот так
Всё. Я Смотри, как ты сказала, ощущение и показала как обнятие себя, а улетела куда-то из для меня, куда-то в сторону. Вот ты где ты? Там или тут все таки? я думаю, что мысленно я там, но физически я здесь. А насколько Мои это для тебя про целостность тогда, Ян? Мгм. Мне пришло почему-то слово "полет". И это, знаешь, про это про какие-то безграничные возможности. Я вообще не понимаю, о чем я сейчас говорю, честно, почему меня туда несет. Но вот щас такой какой-то поток о том, что это что-то большее, чем мое тело. Это про возможности, на самом деле, которые есть у каждого человека, которые сейчас у меня. Быть где угодно, летать где угодно, да, это про что прям такое очень масштабное. Я даже сейчас просто осознаю, что за секунду я смогла вылететь и улететь куда-то, прочувствовать эти эмоции, побывать там, осознать это все, ответить тебе на вопросы. Это все секунды. Очень интересно. Вот сейчас, когда ты мне задала этот вопрос, я вот оттуда улетела и тебе щас, соответственно, об этом, м, приземлилась. Вот, короче, приземлилась, да, но мысли эти пришли. Это очень интересные мысли. Это про какую-то безграничность, всемогущность человека, объем. Прям такие слова приходят в голову, пока не понимаю, о чем это. Яна, кем приземлилась-то? Но это про уверенность. Я понимаю, что я приземлилась, и частичка этой энергии, которую я прочувствовала, она была вот сейчас здесь, когда я тебе отвечала на вопрос во мне. Я ее прочувствовала, отвечала на вопрос. Вот ты говоришь, кем приземлилась. Я прям чувствую, что с какого состояния я начинаю отвечать. Там уверенность. Уверенность почему-то приходит, еще много всего. Энергия, уверенность. Интересное состояние. Да, как будто Ты улетела в одном меняешься просто. а? Ты прямо меняешься, у тебя меняется голос, меняется выражение лица, вообще все меняется. Ты знаешь, да, я поменялась. Я не знаю, что произошло. Это доли секунды. Ты видела, доли секунды. И я понимаю, что оттуда как будто, не как будто, а действительно что-то изменилось. Я что-то оттуда взяла. Что-то. Ну, и уверенность. Уверенность. А знаешь, что еще интересное замечаю? Вот когда ты мне сейчас задаешь вопросы, я замечаю, как начинает срабатывать мышление, мозг. Если я раньше в коуч-сессиях пыталась давать ответы отсюда, то сейчас уже вот который вопрос, я просто говорю первое, что приходит. Это идет даже не отсюда, а это откуда вот отсюда идет. Первые слова, ассоциации. Очень интересно.
Это, знаешь, это тоже о том, что меняется мышление. Я бы так сказала, это про доверие. Вот, это про доверие. Ну, уже происходит. Смотри, как интересно. Я это наблюдаю. Это про доверие к себе. И вот на вопросе, когда ты сказала вот целостность, да, как где целостность тут, вот твои мысли там. И первое, вот когда ум начал охватывать, оно ж, ну, понятно, ты не целостный, ты вот там, а тело здесь. Но потом я как-то прекратила эти мысли, и я поняла, что типа нет, это я иду вот по накатанной какой-то вот дорожке, но что-то не то, а мне приходит же полет. Это выбор. Хотя не понимаю, к чему вообще этот полет. Но это было очень таким сильным местом в сессии, когда я разрешила себе сказать это, говорит, «Ну, мне полет. Целостный, да, мне полет. И вот это, эти минимальные шаги, о которых я говорила, которые и создают наше мышление. Вот оно. Блин, интересно, это как? Офигеть. Я просто понимаю, что мы куда-то так глубоко или высоко нырнули, я пока даже не знаю, или это высота, или это глубина, но это прям очень классно. А что Ощущение. меняется, Ян? Вот что сейчас меняется? Так, что меняется? Во-первых, это энергетика, это энергия, в которой ты идешь, появляется энергия, появляется. Но для меня даже это что-то больше, чем просто энергия. Я люблю это называть жизненная сила. Вот когда она у тебя есть, это стремление, когда тебе хочется что-то делать, ты проснулась, и тебе хочется идти и творить, а не там где-то залипать, чтобы тебя не. Это прикольно, когда она поднимается, ты чувствуешь, что это ресурс мощнейший. Вот я сейчас тоже его чувствую, кстати. Очень интересно. И это уверенность. И знаешь, какое-то такое состояние безоценочное. Ты там находишься, и тебе хорошо. То есть вот оно вот безоценочное. Там где, Там, Ян? ну, вот состояние, в котором я сейчас нахожусь, вот это состояние, то есть я уже там не там, я вот сейчас здесь, и я понимаю, что это состояние, вот именно состояние, это чувство, это не ум, это чувство. М, И там, в этих чувствах, как-то все очень легко и просто. Очень легко и просто. Нет оценок и нет оценочности. Но это и есть, видимо, отклик в чистом проявлении. Я его прощупала. Вот я еще что вспомнила. Я недавно мысли появились на тему принятия решения. Вот я же всегда пыталась принимать правильные решения. Ну, а как поступить правильно в той или иной ситуации? Ты знаешь, мне пришла мысль о том, что когда мы пытаемся принять правильное решение, мы уже обречены, но не на успех, мы просто обречены, потому что включается столько много каких-то критериев, там какие-то другие люди задействованы. Правильное решение для меня или для близкого человека. А вот и на самом деле вот этого вот столько много, потому что ты пытаешься сделать как правильно. И я осознала, что во мне всегда вот какие-то вот эти первые секунды, уже вот даже как вот в твоей сессии, да, уже есть какое-то решение, какой-то внутренний отклик.
как правильно, ну вот не неправильно, просто вот это из внутреннего отклика. Ты знаешь, как поступить, вот, в той или иной ситуации. Это так интересно, и насколько это упрощает вообще все. То есть это решение вот из отклика, оно вот так принимается, сразу же, там даже думать не нужно. Ты это прочувствовала, все, пожалуйста. А когда ты погружаешься, а что хорошо, что как будет правильнее для кого, вот куча всего. Прям очень интересно. Я не знаю, почему я сейчас это вспомнила. Но, видимо, я это вспомнила, потому что вот это сейчас состояние, это все про легкость, это про то, что там просто. А мы усложняем все. Почему мы усложняем? Мы усложняем. Зачем усложнять? Потому что пытаемся соответствовать определенным установкам, благодаря которым мы выросли, на которых мы выросли. На молоке и на установках. Мгм. И ты смеешься, Ян? Как ты сейчас? Слушай, замечательно. Ты знаешь, я просто чувствую себя этой супервумен. Вот, супервумен. Прикольно. Очень классное состояние. Я понимаю, что на самом-то деле, к этому состоянию, ам, ну, в нем можно находиться, если не всегда, то есть я там, ну, часто. И когда Мгм. там принимать решения из этого состояния и руководствоваться этим состоянием, работать из этого состояния, его нужно развивать. Ну, то есть, да, его нужно развивать. Это тот же тренажер, о котором я говорила. Его нужно развивать и идти к этому. Насколько это М. тот результат, который ты хотела в начале сессии? Ты знаешь, на самом деле результат, он намного глобальней, потому что те ощущения, к которым я прикоснулась, соприкоснулась с ними, они, намного более глобальны, чем просто как мне там поступить в той или иной ситуации, как сказать там, что все, мы с вами больше не работаем и так дальше, да. То, что это намного глобальный вот то, что сейчас произошло. То есть я понимаю, что там мой ресурс, это то, куда я иду, и там все, там вот как раз таки и это мышление, все там. За рамками сессии что будешь делать с этим? С этим состоянием, с этим инсайтом? М, хороший вопрос. Я тоже об этом думаю с того момента, как я подключу к потоку, к этому состоянию. Думаю: "Так, что же сделать такое, чтобы быть там?" Конечно, хочется быть там постоянно. Ну ладно. Я не могу не вклиниться, прям распирает. Можно? Да, да, конечно. Вот прям много раз ты говоришь это слово про "там", и что тебе хочется быть там, где-то, вот, где это там? Где ты его ищешь? Это мой новый майндсет. Это я про это мышление. Где Я оно? к нему Как если бы оно было вне тебя? А вот знаешь, это как дом. Вот ты купила участок, у тебя есть земля, у тебя есть все, ну, как бы уже земля есть, а дом еще не построен. У тебя есть кирпичи, рядом всё. И то есть я говорю про этот дом, я хочу быть в этом доме, да, вот там, но его еще нет. Есть только фундамент. Вот я залила фундамент, и есть кирпичи, есть все. Я вот сейчас строю этот дом, в котором я хочу находиться, потому что я понимаю, что мне там уютно, тепло.
Но, откровенно говоря, есть пока фундамент. Окей. И вот сейчас шаги, которые, вот как то, что ты задала вопрос, что я буду делать в действительности. Это и есть, мои действия, благодаря которым я буду строить этот дом. Кирпичи есть, все есть, и нужно делать правильные действия, чтобы вот дом начал выстраиваться. М, вот щас думаю просто, что может. Ну, кроме того, что да, нужно, ну, не ну, осознанность приходит, осознанность. Ну вот получается, что я отслеживаю эти моменты, уже отслеживаю. Это кирпичи, которые есть. Стоят кирпичи, стоят моменты. Мне нужно их складывать. Я их пока не складываю. Что я ими наслаждаюсь. Знаешь, тут очень интересный такой момент. Ты знаешь, а я наслаждалась тем, что они уже есть. Вот. А сейчас, видимо, какой-то другой этап. А, И нужно начинать строить дом. Все, порадовалась, кирпичики замечаю. Но ты знаешь, тогда вот это и будет. Что я хожу-то круг да около. Э, Это и есть про мои действия. Вот кирпичи я замечаю, окей. В этих ситуациях, кроме того, что я буду замечать, это делать. Вот заметила, не хочу, сажусь. Вот так. И наблюдать. Оно будет происходить. И мне сейчас очень реакциями, то есть почувствовать. Вот. В эти моменты, когда я буду уже по-другому поступать, другие действия совершать, чувствовать при этом. Вот это очень интересно. Пока так. Можем ли двигаться к завершению или что-то важное еще проговорить, Ян? Да, можем двигаться к завершению. Мне кажется, мы уже столько всего важного проговорили. И это было очень, очень, как я уже сказала, и глубоко, и высоко. Во всех этого слова и глубина, и было очень благодарна Ане. Это было очень продвигающе для меня. Что было Классно. самое продвигающее, самое ценное, что забираешь? Состояние. Состояние, к которому я прикоснулась. Очень интересно. Потому что я уже один, ну, как бы, я понимаю, что я, возможно, и раньше была в этом состоянии, как-то неосознанно. Я его увидела, поняла, я его, порефлексировала на тему, и оно уже по-другому закрепилось, то есть оно уже более осознанным стало. И это очень круто, потому что я понимаю, что там. Для меня это было важно понять, что там, что меня ждет на этом конце. Прикольно. Очень, Ян, и тоже хочу тебя поблагодарить. Это было прям такое крутое путешествие, полет, горы, огонь, а, природа, глубоко, высоко. Супер мощно, супер мощно. Классно. Я тебя тоже благодарю за это пространство, которое ты создала и в котором все это было возможно. Прям благодарю. Спасибо большое, до скорейших встреч. Классной недели. Да. Пока-пока.